Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 12 июня, понедельник, и кажется, события, развитие ситуации на украинских фронтах развивается в целом в русле тех, я бы не сказал предсказаний, тех оценок и предвидения, которыми поделились накануне американские, британские военные аналитики. За время прошедшее с моего предыдущего видео ВСУ вели напряженные бои практически по всей линии фронта. И в целом, вот на тот момент, когда я записываю это видео, было взято дополнительно 4 деревни. Это Сторожевое, Благодатное, Нескучное и Макаровка. Вернее, это не деревни, я прошу прощения, это населенные пункты. В целом, по тем направлениям, где велись наступления ВСУ, они продвинулись вперед где-то в среднем на 5 километров. Но ожидается, что в ближайшие сутки, возможно, произойдет серьезный прорыв в наступательных операциях ВСУ. В частности, уже практически находится в ситуации оперативного окружения один из центров. Я не хочу называть его, боюсь сглазить, честное слово. Но говорят, что он находится уже в состоянии оперативного окружения. И это достаточно крупный склад боеприпасов, логистики, орков. Ну, а от него примерно 4-5 часов езды на бронетранспортере, и мы у Азовского моря. Безусловно, это не значит, что мы будем там уже завтра, но цель видна, и успехи на сегодняшний день позволяют надеяться, что это произойдет достаточно скоро. Бои были напряженные. На Восточном фронте, в районе города Бахмут, далее на юг, в районе Авдеевки, Маринки, и далее на север, в районе Белогорска. Причем, что интересно, вот это все, что было достигнуто за несколько дней то, что Мордору и оркам не удавалось достигнуть за многие предыдущие месяцы боевых действий, где они продвигались в одном месте, в основном под Бахмутом, по 100 метров в сутки. Так вот, все это было достигнуто, повторяю, на протяжении всей практически линии 800 миль фронта было достигнуто всего 3 бригадами. Сколько их всего, я так до сих пор и не смог получить точную, однозначный ответ, потому что даже американские эксперты, генералы двузвездные, и трехзвездные, и четырехзвездные, они говорят, что их от 8 до 12, некоторые говорят от 7 до 12, даже генерал Ходжес точно не знает. Так вот, на настоящий момент вступило в силу всего 3 из них. Значительная часть успехов было достигнуто на ночное время. Причем орки отмечают супер оптику, которой обладают вооруженные силы Украины, которая позволяет, как они пишут, двигаться, наблюдать, наводить на цели, корректировать цели и дает неоспоримое преимущество перед орками, особенно в ночное время. Но в то же время были понесены серьезные потери. Но они не настолько серьезные, как это пытались представить общественности, кремлевские пропагандисты и, что интересно, кремлевские, как оказалось, кремлевские сливные бачки, коими стало ясно, что многими из ними являются так называемые военные блогеры Российской Федерации, которые до этого перед западной аудиторией представляли себя независимыми наблюдателями. Ну вот, например, пишут мне мои зрители о том, что согласно журналу Forbes,
который берет от этих же военных блогеров российских информацию, была уничтожена половина танков «Леопард», которые Украина получила от западных источников. Ну, это да, это серьезно звучит, есть основания для паники. На самом деле все не так. Вернее, оно вроде бы и так, но на самом деле совершенно не так. Так вот, речь идет не о танках «Леопард», речь идет о машинах для разминирования полей, который сделан на основании танка, к нему прицеплен впереди то ли плуг, то ли каток, оно по-разному называется, то так, то сяк. Вот, то есть, и он идет на поле, его задача с собой, так сказать, своим весом наехать на эту мину, ну, впереди, да, впереди должно быть вот это приспособление, которое впереди танка, и подорвать фактически эту мину. То есть, это машина, которая... но она обречена рано или поздно быть подорванной. Так вот, за прошедшие несколько суток было таким образом выведено из строя 3 машины. 3. А всего их поставили из Финляндии 6. То есть получилось, что это, да, это половина, но половина не из там 100, 200, а половина из 6. И потом это не танки «Леопард», а машины для разминирования. Брэдли за последние пару суток из строя выбыло 5 машин Брэдли были поражены, и еще 11 машин, они были повреждены, часть из них были оставлены. Всего Соединенные Штаты поставили 109 машин Брэдли. Но некоторые источники пишут, что эти 11 плюс 5 – это существенная часть от 109. Но опять-таки эксперты говорят, что речь идет о фронтальных фактически атаках, которые сопряжены с большими потерями, иногда до 25%, иногда дальше, я вам скажу, даже больше может быть. Поэтому вот эти 11 – это, собственно говоря, капля в море. В то же время я вот разговаривал с бойцами, которые получают информацию прямо вот с поля боя, там, где работали машины Брэдли, отмечает высокое качество, боевые возможности, способности этой машины. То есть орки, когда, значит, американцы объявили о поставках, многие орки, так называемые эксперты, говорили, что это не бронированная машина, а машина сделана из алюминия. Так вот, оказалось, что она держит удар мины ТМ-62. Это основная российская противотанковая мина. Если машина Брэдли наезжает, она подрывается. Да, она выходит из строя, но бойцы, которые находятся внутри, они оказываются живыми и невредимыми. То есть это гораздо лучше, оказывается, Брэдли, гораздо лучшая машина, чем соответствующие аналоги в арсенале вооруженных сил Российской Федерации. Бен Ходжес по поводу своего анализа, со своим видением о том, что произошло за вот прошедшие несколько суток, поделился известный нам всем, наверное, уже генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, вы думаете, что наступление Украины началось? Подождите еще, пока вступят в бой тяжелые бригады. Значит, ход его мысли состоит в следующем. Значит, он посчитал, что, ну опять-таки прикинул, что количество тех новых бригад, которые создали ВСУ при помощи американцев и других натовских стран, оно от 8 до 12 штук. В каждой, значит, бригада состоит из 3 батальонов танковых или бронетанковых батальонов. В каждом из этих батальонов по 31 танк. Итого, получается, генерал насчитал, что в целом бронетанковая бригада должна иметь 250. Но речь идет не только о танках, а вообще бронетехнике. Туда же БМП входят, некоторые другие машины. Итого, бронетанковая бригада 250 бронемашин, поскольку, значит, их от 7 до 12,
Получается, что даже, как он говорит, даже если 3 бригады вступят, а сейчас вот говорят 3, то есть если они на полную задействуют весь арсенал тех бронемашин, которые имеются в их распоряжении, то это будет 500-750. Ну, то есть, если верить, значит, подсчетам генерала, если их будет это от 3 машин, а если их 12, то это надо умножить на 4. То есть прямо дух захватывает. Получается, что в арсенале реально ВСУ сейчас находится, ну так, уверенно, не менее 2000 готовых к бою бронемашин. Но это не только западного производства, которое получено от союзников, это, я так полагаю, основное число – это советские Т различных модификаций. Ну так вот, значит, по его словам, вот когда на узком участке, то есть сейчас, как мы с вами обсуждали, идет зондирование, изучение путем разведки боем, где слабые места в российской обороне, как только они будут определены, туда же клином ударят вот эти 500, 750, и вот тогда, как говорит генерал, как иногда говорят в Соединенных Штатах, начнется рок-н-ролл. Вот тогда начнется основное наступление. По мнению генерала, сейчас чрезвычайно важно, чтобы администрация Соединенных Штатов наконец-то выдала ракеты Атакамс в дополнение к Storm Shadow. Это чрезвычайно важно. Я в средствах массовой информации ответа найти невозможно о том, что происходит. Я говорил с людьми, которые непосредственно участвуют в этом процессе. Вот что они мне сказали. Что, в принципе, администрация готова принять решение о поставках Атакамс практически немедленно. Но проблема в их наличии. Их не так много. Есть НЗ, ниже которого, который находится на складах Пентагона, ниже которого нельзя опускаться. А с производством дополнительных нужны были компоненты импортные, с которыми были перебои. Короче говоря, вот возникла проблема с производством дополнительного количества двигателей. Это компоненты, необходимые для двигателей Атакамс. Но сейчас, говорят, проблема близка к решению, то есть мне сказали, что они будут поставлены, но когда, сказать не могут. По мнению генерала Ходжеса, вопрос о поставках именно Атакамс имеет чрезвычайно важное значение, хотя так по большому счету многие задачи можно решить и при помощи Storm Shadow. То есть, если все будет нормально с обеспечением дальнобойности украинской артиллерии, то он остается стабилен в своих прогнозах и оценках, что Крым может быть взят где-то к концу августа этого года. Как он говорит, надеюсь, что администрация Байдена наконец-то смилостивится и передаст Украине эти баллистические ракеты малой дальности. Интересные вещи рассказала, так сказать, о своем видении, что сейчас происходит и что следует ожидать в ходе этого наступления. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Энн Мэри Дейли. Она была помощником, вернее, старшим советником помощника министра обороны. Очень высокий пост. И занималась она логистикой. И вот что она сообщает нам, несведущим, что пока всеобщее внимание привлечено к таким, как она говорит, гламурным системам вооружений, как танки, там «Леопард», БМП «Брэдли», «Мардер», «Атакамс», «Storm Shadow», ну и другое, все, что мы обсуждаем. По ее глубокому убеждению, главную роль сыграют машины, о которых большинство из нас даже не знает, машины логистики. По ее мнению, нынешнее контрнаступление будет медленным, более медленным, чем хотелось бы.
Ну, потому что такое наступление, такой вид боевых действий. Вот оно должно быть таким и не иначе. Оно будет менее впечатляющим с точки зрения немедленно завоеванных территорий, но будьте терпеливы. Это не значит, что это наступление не будет успешным. То есть терпение. Терпение – это то, что необходимо и не только бойцам ВСУ, но, наверное, прежде всего нам, болельщикам. Знаете, как на футбольном матче. К сожалению, это не футбольный матч, это страшный кровавый матч, но нам всем надо его пережить. По ее мнению, госпожи Дейли, это долгожданное наступление находится сейчас в зачаточном состоянии. Какая решающая техника, по ее словам, приведет к успеху и сыграет главную роль в ходе этого наступления? Это всевозможная инженерная техника, которая должна разминировать, то есть впереди российских позиций широкие, обширные минные поля, их нужно разминировать. Вот, кстати, этим занимались вот эти леопарды, 3 из которых были выведены из строя. Затем за ними должны двигать инженерные машины, необходимые для наведения мостов, для того, чтобы убрать эти зубья драконов, для того, чтобы поставлять, ведь это же вообще всю эту операцию умные люди, в частности, вот генерал Петреус, он называл ее, сравнивал проведение этой операции с дирижированием симфоническим оркестром. Настолько все сложно, синхронизировано, и в каждую секунду нужно нажимать на определенную клавишу для того, чтобы издать определенную ноту. То есть это виртуозная операция. И все должно где-то происходить в свое время. Так вот, значит, в то время, когда боевые части разминируют, затем атакуют, в это время им нужно подвозить на регулярной основе боеприпасы, ГСМ, затем эвакуировать раненых, убирать с поля боя, эвакуировать технику, которая подлежит еще ремонту. Нужно доставлять провиант там, и так далее. И все это должно идти вовремя. И, значит, по ее словам, именно от безупречной работы вот этой всей машины и будет зависеть исход операции. В частности, она сообщает, что из вот этих крупнейших инженерных систем, которые были поставлены на Украине, это 18 бронированных мостовых, как они называются, систем, а также оборудование для разминирования и материалы для операций по прорыву взрывчатки. Ну и приводит пример одной из этих систем, которая называется МИКЛИК, которая уже, по наблюдениям американских аналитиков, уже применяется в ВСУ в ходе настоящей операции. То есть система состоит из следующего. Это большой снаряд, насколько я понимаю, в котором находятся мины. Снаряд выстреливается, взрывается в определенном, значит, точке и разбрасывает вот эти мины, которые, падая, подрывают те мины, которые заложены противником. Другое, как бы под вид, что ли, этого МИКЛИКа, это снаряд, начиненный не минами уже, а взрывчаткой, потом, видимо, там какая-то проволока от него идет к устройству, которое выстреливает. Значит, выстреливает ее над минным полем, и вся эта штука, и сам снаряд, и потом вот эта вся проволока начиненная, она как-то взрывается взрывчаткой, и таким образом уничтожаются мины, заложенные на поле. Ну и считается, что вот этот МИКЛИК достаточно эффективная машина. При помощи нее, а также при помощи тральщиков, что ли, вот этих леопардов, можно достаточно быстро расчистить
минное поле. Кроме этого, она указывает на мосты, то есть для машины для укладки мостов, которые могут иметь пропускную ширину до 30, это около 10 метров, но у них ограниченная возможность по весу. То есть они не могут пропускать мосты, которые укладываются таким образом, они не выдерживают технику, которая значительно больше 60 тонн. То есть американские Абрамсы уже здесь не пройдут. По ее словам, ключевая фраза: дилетанты рассуждают сейчас о стратегии, а профессионалы от логистики. То есть от всей вот этой логистики, которую она вкратце здесь обрисовала, по ее убеждению, и зависит исход этой операции. Вот в частности, цитирую: «Способность Украины использовать успех будет в значительной степени зависеть не только от танков и артиллерии, но и от их способности поддерживать вот эти платформы», имеется в виду образцы инженерной техники, и те войска, которые ними управляют. Она предупреждает, что предстоящее наступление, когда она в полной мере заработает, она будет не только более длительным, чем хотелось бы, она будет трудным, но сначала будет, особо сейчас, самое главное это сейчас, но также сопряжено с серьезными, к сожалению, серьезными потерями и в живой силе, и в технике. Посмотрим, какие будут. Она тут приводит цифры, проценты. Я не буду их называть для того, чтобы не травмировать слушателей. Будем посмотреть. Будем надеяться на умение. То есть здесь в значительной степени потери зависят от уровня тренировки и подготовки военнослужащих. Но в любом случае, она говорит, какие бы ни были потери, какие ни были бы трудности, успех обречен, то есть Украина обречена на успех. И, как она пишет, какие бы ни были потери, было бы неправильно считать, что те военнослужащие или те подразделения, которые несут эти потери, действуют плохо. Ну, какая интересная мысль. То есть, оказывается, вот такой вид атаки, такой вид наступления, что даже если ты несешь потери, то это неплохо, это естественно. Это вот именно, это неизбежный ход или сопутствующие потери такого вида боевой операции. Ну, еще, что она говорит очень важно, это способность военнослужащих ВСУ адаптироваться к любой ситуации. Она считает, что бойцы ВСУ, они непревзойдены. Их невозможно превзойти в этом плане. Потому что при каждом затруднении, при каждой сложной проблеме они всегда находят выход из положения. Пока военные аналитики обсуждают начальный ход и перспективы наступательной операции, другие аналитики американские обсуждают, что будет уже после войны. Вот интересную статью по этому поводу принадлежит перу Эдварда Лукаса, который был главным редактором известного журнала The Economist, а до этого он был корреспондентом в Москве, в Берлине, в Вене и в ряде других государств. Специализировался на исследовании и освещении проблем коррупции. И тема его статьи, хлесткое такое название: «Украина может выиграть войну, но проиграть мир». И проиграть мир, как он вот сейчас опишет, я вам расскажу, Украина может только в результате коррупции внутри самой Украины. О чем идет речь? Значит, по его мнению, исход этой войны практически предрешен. Как бы она ни длилась там, то есть, по его мнению, это займет месяцы от силы, но не года. Он согласен с нами, что Украина обречена на победу, а Россия, она уже проиграла.
Что дальше? А дальше наступает победа, и дальше наступает восстановление Украины. Восстановление Украины, по оценкам Международного валютного фонда, оценивается сейчас сумма в 411 миллиардов долларов. Такого проекта в истории человечества еще не было. Это намного больше, чем план Маршалла, который Соединенные Штаты, вы знаете, применил после окончания Второй мировой войны в Европе. И по этому поводу уже в этом месяце в Лондоне будет проведена конференция, на котором участники конференции будут обсуждать, как это все будет организовано. Значит, есть варианты различные. Эти деньги будут поступать от различных доноров. Трудно сказать, кто будет играть главную роль там, потому что частные компании, их нужно, безусловно, заинтересовать, мотивировать. Для этого нужно там предложить им какие-то программы, на них нужно работать. Поэтому предполагаю, что в самом начале эти деньги, эти транши будут предоставляться по линии государств, участников проекта, а также международных финансовых учреждений. Но затем потянутся и частные доноры. Где здесь опасность? Опасность Лукас видит в двух вещах. Первое – это гарантии безопасности Украины. Это первое, проблему, которую нужно решить. Она должна быть, как он считает, практически полностью, 100% гарантировать безопасность Украины без всяких в этом сомнений. Это не может быть НАТО, как вот сейчас он называет. НАТО скоро будет, потому что вот это НАТО скоро будет, НАТО вот-вот-вот сейчас, это становится НАТО бесконечно, НАТО никогда. То есть надо этот решать вопрос кардинально, и это должно быть 100% железное членство в НАТО. Есть другой вариант, который мы, кстати, тоже с вами обсуждали. Это возможность двусторонних договоров Украины с конкретными странами-союзниками, такие, как, например, Соединенные Штаты имеют договор с Тайванем, или же тот меморандум о взаимопонимании, который США имеет с Израилем, который был заключен в 1975 году. Это всего-навсего меморандум, как Будапештский. Но вот если я специально посмотрел формулировки, чтобы вы поняли разницу в формулировках американо-израильского меморандума 1975 года и Будапештского меморандума. Так вот, а если единственным ходом, который должны предпринять подписанты западные Будапештского меморандума в случае нападения на Украину является просто созыв Совета Безопасности, в котором Россия имеет право вето, и все, то американо-израильский меморандум о взаимопонимании 1975 года содержит следующие формулировки. Они тоже не железные, но гораздо более убедительные. Так вот, в документе говорится, что правительство США будет с особой серьезностью рассматривать угрозы безопасности и суверенитету Израиля со стороны какой-либо мировой державы. Но я вам напомню, что этот меморандум, он был заключен между двумя странами для того, чтобы мотивировать Израиль заключить мирный договор с Египтом, который тогда был главным врагом Израиля. Так вот, вторым, за Египтом стоял Советский Союз. И опасность была, что если возникнет очередная война Израиля с Египтом, то там может вмешаться в дело Советский Союз. Соединенные Штаты, согласно меморандума, обязуются с особой серьезностью рассматривать угрозы безопасности Израилю со стороны этой мировой державы, в скобках Советский Союз, хотя не называется. Далее говорится, что в случае такой угрозы Соединенные Штаты будут консультироваться с Израилем относительно того, какую поддержку дипломатического и иного характера, это ключевое слово, иного характера США предоставит Израилю. И это слово, там не было сказано, что это будет оказание военной помощи,
оказания помощи при помощи там, ядерного, не дай бог, оружия и так далее. Просто иная помощь. И вот аналитики говорят, что вот эти два слова, они сыграли ключевую и продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Израиля. А также, вот еще одна формулировка, если же все-таки кто-то нарушит, посмеет безопасность Израиля, то Соединенные Штаты обещают осуществить корректирующие действия. Это в случае, если Египет нарушит режим прекращения огня. И вот эти две формулировки. Иная помощь и корректирующие действия, и все. И это сделало этот меморандум надежным. Но что я могу сказать по этому поводу? Значит, если бы даже включить вот эти формулировки в Будапештский меморандум, я глубоко убежден, что даже эти формулировки сделали бы этот меморандум более эффективным. Видимо, проблема здесь даже не совсем, хотя это очень важно, не совсем в формулировках, сколько то, какая страна, с кем Соединенные Штаты или другие западные государства заключают этот договор. Они должны заключать договор с теми странами, элиты которых близки им. Но мы же понимаем, да, насколько тесные связи между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Насколько сильно влияние Израиля в Соединенных Штатах Америки. Это израильский капитал, скажем так, еврейский капитал, проникновение, значит, в средства массовой информации, в научном мире, да везде, везде. Вот. И это обеспечивает настолько тесное отношения государств двух, что вот даже такие, может быть, не совсем четкие формулировки и обеспечивают их безопасность. Чего нет, вот я вам неоднократно этого говорил, чего нет в настоящее время, когда заходит речь о Украине. Я вам говорил вот неоднократно до того, как вот зачитывал, как прочитал этот меморандум, что одна из основных проблем вхождения Украины в НАТО, в другие европейские западные структуры, это проблема так называемой элиты Украины, которая существует, значит, сейчас. Именно так называемая элита, потому что это не элита. Кстати, об этом и говорит в своей статье господин Лукас. И он приводит пример, что в начале 90-х годов, то есть на момент распада Советского Союза, у Польши и у Украины были примерно равные стартовые возможности. Теперь же национальное богатство Польши в 3 раза больше национального богатства в Украине. В 3 раза. Вторую страну, которую автор приводит пример, это Эстония. Значит, Эстония за прошедшее время, вышедшая из коммунистической катастрофы, как это пишет автор, она в 5 раз примерно увеличила доход на душу населения за этот же период. В то время, когда Украина из одной из самых процветающих республик СССР превратилась в одну из беднейших стран Европы. То есть неоднократно говорят вот западные аналитики, что страна любая такая, какая у нее элита. И вот здесь смысл состоит в том, этой статьи, что надо как-то ее держать в узде, или менять эту элиту, или ставить ее под жесточайший контроль, особенно сейчас, особенно в преддверии того момента, когда наступит время вложения вот этих 411 миллиардов долларов, чтобы они пошли именно на восстановление Украины, а не на то, чтобы распухли офшоры в различных юрисдикциях от различных представителей власти. Так или иначе. Я вспоминаю, знаете, когда вот заходит речь о проектах восстановления Украины, я вспоминаю, в Советском Союзе была катастрофа такая национального масштаба, землетрясение в Ташкенте, в ходе которого город был практически стерт с лица земли. А потом, когда я был студентом, я работал переводчиком с делегацией французских профсоюзных деятелей. Мы ездили по Советскому Союзу, я их возил. То есть не я вместе с ними ездил. Это делегация была в ЦСПС. И в частности, мы посетили Ташкент, красивейший город. Это было
где-то середины 70-х годов. И я разговаривал с местными, значит, чиновниками, они мне говорили, что когда произошло это землетрясение, архитекторы в Узбекистане, они ликовали. Но хотя это была трагедия, там масса людей погибла. То есть это трудно было назвать в общем смысле ликование, они ликовали профессионально. Потому что до этого им запрещали, они ничего там не строили абсолютно. Город был такой убогий, ну, хрущевки кругом, сталинские дома некоторые. А теперь им дали карт-бланш, и они начали строить. И построили город-красавец. Так вот, в принципе, то же самое может произойти, в принципе, с Украиной в результате этого восстановления. Но, как говорит автор, то есть тут нужен глаз да глаз. Потому что, ну вот одна из опасностей, он приводит пример Южная Африка. В стране был апартеид. Чернокожее население, оно, ну, знаете, да, жило, люди были второго сорта, жили чрезвычайно плохо. Потом они пришли к власти и пошли к власти под лозунгом «Теперь наша очередь есть». И они развели коррупцию, они развели вот все то, что сопутствует этой кумовство, там, непотизм там, и так далее. И страна превратилась... Я вам скажу так, в 70-е годы, когда я изучал еще политологию в университете, ЮАР описывалась как страна всеобщего благоденствия. Но это было всеобщее благоденствие для белых, безусловно. Ну, а теперь это одна из самых богатых, уже не скажешь, что она богатая, это одна из самых бедных стран, ну, если считать так, крупных, развитых стран по сравнению с Индией, допустим, Бразилией, вот, но одна из самых коррумпированных. Поэтому вот эта вся ситуация, то есть высочайший уровень коррупции, как пишет автор, коррупция в Украине, во всяком случае, до начала войны, она была, многие называли больше коррупция в Украине, чем в России. Затем большие ожидания. Причем ожидания, с одной стороны, среди западных доноров и тех компаний, которые хотят принять в этом участие, в смысле прибыли, так и ожидания коррумпированных представителей элиты, которые вполне возможно уже рассматривают всевозможные схемы, как они будут деребанить эти 411 миллиардов долларов. И, как отмечает вот эта очень важная мысль, которой делится автор с нами, растут опасения на Западе, что вот этот саммит в Лондоне, он может стать местом сговора между крупными западными компаниями, которые ради проекта в Украине могут пойти на коррупционные сделки, и некоторыми представителями, как это пишется, украинских верхов. Единственный шанс для того, чтобы избежать этой ситуации, по мнению автора, это движение вот снизу, движение народа, того народа, который выиграет эту войну. И это прозрачность. Необходимо обеспечить эту прозрачность во всех проектах, связанных с восстановлением Украины. Ну и, значит, я думаю, что одним из основных союзников в этом деле должны будут Соединенные Штаты Америки, потому что у них существует закон, который запрещает компаниям давать взятки, откаты. Кстати, тут так и пишется, откаты, известное слово уже, да? Давать взятки, откаты чиновникам другого государства для продвижения своего бизнеса. Очень жестокий закон, очень жестоко в Соединенных Штатах за него нарушение его наказывают. И американцы заставляют другие страны Западной Европы также следовать, значит, у каждого из этих государств разные законы, разные регулирующие механизмы, но тем не менее американцы заставляют всех их так или иначе следовать этому закону. То есть американское государство и общественность Украины – это вот две силы, которые могут обеспечить восстановление Украины и сделать так, чтобы эти 411 миллиардов не были раздеребанены.
но не ушли туда, скажем так, как у нас последний пример, о чем говорить, как были разделибаны 9 миллиардов гривен, эквивалентные 242 миллионам долларов США, которые ушли якобы на вооружение с началом агрессии и тетю. Это те же самые 17 гривен за яйца, которые подтвердили, что это имело место быть, что это именно было, ну, это хищение фактически, а не, как сказал Резников, не дискуссия в целях обсуждения, каким образом лучше накормить бойцов ВСУ. Вот такая ситуация, господа, на сегодняшний день. То есть на Западе союзники Украины, они практически уверены в победе Украины над Мордором. И вплотную рассматривают уже вопрос о том, каким образом страну будут восстанавливать всем миром. Ну и будем следить за этим, с тем, чтобы за победой на внешнем фронте последовала победа и на внутреннем фронте, и восстановление процветающей Украины, которая займет достойное ей место в ряду в европейском семействе. На этом позвольте закончить сегодняшнее видео. Кстати, сегодня только узнал, есть у меня один из постоянных слушателей. Оказывается, он слушает этот канал чуть ли не с момента его основания. Причем он не очень хорошо владеет русским языком. Он иммигрант из бывшего Советского Союза. В свое время, насколько я понимаю, родители его вывезли в Бельгию, проживает сейчас в Брюсселе, зовут его Богдан. И сегодня у него день рождения. И я очень рад этому событию. Я рад, что есть на канале слушатели и из Бельгии. То есть наша география достаточно широка, не менее 42 государств. И в этой связи с чувством благодарности за то, что Богдан является, как он говорит, родственники, его жена говорит, что он не пропускает ни одного видео. Спасибо, снимаю шляпу, Богдан. Поздравляю с днем рождения. Желаю всего наилучшего. Успехов, здоровья, счастья. Ну, в общем, всего, чего, Богдан, вы можете себе пожелать в этот хороший, счастливый день. Всего вам доброго. Ну и, как всегда, друзья, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет непременно разбит, победа будет за нами. А вам мужества, выдержки, веры в нашу победу на обоих фронтах. И вера в том, что этот весь ужас закончится созданием процветающей великой страны Украины. До новых скорых встреч!